Вы когда-нибудь думали о том, чтобы встать с кровати и сразу увидеть свою машину? Здесь это возможно. И я хотел использовать это как вступление к тест-драйву. Посмотрите на него. Новый Kia Seltos. И если вам интересно, как это устроено, лифт как раз открылся. Давайте заедем как можно ровнее. Ну и куда же без пищащих датчиков? Оцените еще раз систему камер автомобиля. Выглядит прилично. На самом деле, хорошее качество картинки. Так, посмотрим. Лифт закрывается. Оу, темнота. Вот так. Спереди ворота снова открылись. О, у меня здесь наверху есть даже зарядная станция. Приятно. Так что да, для электромобилей тоже отлично подходит. И вид красивый. А вон тот самый лифт, который открывается и закрывается, когда вам нужно снова уехать на машине. Я как раз забрал багаж из багажника. Так что да, я могу зайти в номер прямо отсюда. Это круто. Ну вот. Да, и как видите, сегодня у нас особенный тест-драйв в формате Car Loft. Сама задумка очень крутая. И здесь новый Kia Seltos по сути выглядит как электромобиль. Но это компактный кроссовер с двигателем внутреннего сгорания и очень-очень дерзким дизайном передней части. Посмотрите на нее, с современной графикой дневных ходовых огней. И это комплектация GT Line. Доступны базовые версии, а также GT Line или X-Line с более брутальным дизайном. Но они, скажем так, не сильно отличаются. Здесь у нас 19-дюймовые диски. Как я говорил, это максимальный размер. Минимальный диаметр колес начинается с 16 дюймов. Длина кузова составляет 4,43 метра. Сзади применена так называемая архитектура Star Map, карта звездного неба. Kia ее так называют. Впервые ее представили на их больших электрических кроссоверах. Так что выглядит все очень современно и, скажем так, довольно угловато. А в нижней части кузова еще больше этих акцентов GT Line. Сзади здесь установлена обычная торсионная балка. Давайте совсем скоро проверим, как это все едет. Теперь о двигателях. Здесь у нас 1,6-литровый 4-цилиндровый турбомотор. Приятно видеть хорошую изоляцию с внутренней стороны капота, а также газовые упоры. Этот же двигатель поставляется и к нам в Европу. Шестиступенчатая механика или семиступенчатый робот DCT. Вот такой силовой агрегат в нашем распоряжении. Время разгона до сотни составляет 8,8 секунды. Полный привод доступен как опция, в базе передний привод. На других рынках также предлагается 8-ступенчатый классический автомат с гидротрансформатором. И еще кое-что интересное. Скоро этот 1,6-литровый 4-цилиндровый мотор станет доступен в версии полный гибрид. Таким образом, Kia хочет предложить свой ответ компании Toyota. А поскольку Volkswagen тоже электрифицирует свой T-Roc, переводя его на гибрид, Seltos станет ответом Kia и в этом сегменте. За пределами Европы на некоторых рынках также представлен 2-литровый 4-цилиндровый атмосферный двигатель. Вот ключ и брелок. У него очень приятная текстура материала. Когда вы запираете или отпираете автомобиль, дверные ручки автоматически выдвигаются. Но они все равно обычные, механические. Тем не менее, я сторонник дверных ручек, которые всегда остаются снаружи. Теперь послушаем звук закрытия двери. Что ж, звучит весьма солидно. Давайте проверим и заднюю дверь. Тоже очень плотный звук, вот так. На дверных картах сверху классная фактура. Пластик там мягкий. И в месте, куда вы упираетесь локтем, тоже мягко. Классические клавиши стеклоподъемников, открыть, закрыть. Все очень просто, довольно круто. Кнопки подогрева и вентиляции сидений подсвечиваются при включении. Они тоже встроены в дверь. И то же самое со стороны пассажира. В базовой версии вы получаете тканевые сиденья. Далее идет комбинация ткани и искусственной кожи, а конкретно в этом автомобиле в комплектации GT Line. Салон полностью выполнен из искусственной кожи. К тому же здесь используется вот такая двухцветная гамма, смотрится красиво. Обивка перфорированная и очень мягкая на ощупь. Ее также можно дополнить пакетом Comfort, который включает подогрев и вентиляцию сидений. Очень круто. Кроме того, эти подголовники невероятно удобные, потому что они немного подаются вперед. Так что, когда откидываешься назад, ощущения просто отличные. Прямо здесь вышито лого GT Line. И это действительно создает атмосферу премиальности. По-другому и не скажешь. Особенно благодаря этим сиденьям. На передней панели есть тканевая отделка. Верхняя часть здесь чуть жестче, опять же для большего контраста. Снизу расположен классический бардачок. Не слишком маленький, но не сказать, что огромный. А затем идет центральная консоль. Тут либо свободная ниша, либо можно выдвинуть подстаканники. У них, кстати, адаптивная конструкция.
так они удерживают бутылки плотнее. Площадка для беспроводной зарядки имеет прорезиненное покрытие. Однако встроенного охлаждения у нее нет. Так что смартфоны могут перегреваться. Далее у нас мягкий подлокотник. Его можно открыть. Под ним скрывается дополнительное пространство и розетка на 12 вольт. И я действительно могу подтвердить, что эти сиденья очень удобные. Класс. А подголовник — это вообще лучшее, что тут есть. Можно откинуться назад и расслабиться. Это моментально дарит ощущение премиальности или даже роскоши, который обычно ожидаешь от машин вдвое дороже. А с пакетом Comfort, куда помимо прочего входит вентиляция сидений, у вас появляется кнопка на нижней части кресла. Нажимайте ее один раз, и сиденье раскладывается. Оно сдвигается вперед, а передняя часть подушки слегка приподнимается. После этого можно хорошенько вздремнуть или типа того. Кресло переходит в полулежачее положение, и в этот момент вы начинаете по-настоящему кайфовать от мягкости этого подголовника. Так что да, весьма крутая фишка. Теперь перейдем к обзору места водителя. И я просто обязан начать с этих опциональных элементов роскоши. Посмотрите на это. Подогрев сидений, подогрев руля и вентиляция сидений встроены в двери. И для всего предусмотрены отдельные физические кнопки. Я это очень-очень ценю. Просто хочу показать вам это еще раз на водительской двери. А вот рулевое кольцо версии GT Line. Здесь у нас тоже используется двухцветное исполнение. Это высококачественная искусственная кожа. Материал приятный на ощупь, никто и не отличит от настоящей. И контрастная прострочка с внутренней стороны. И снова классические физические органы управления. Переключатель режима движения расположен чуть ниже, доступны спорт, Normal и Eco. А здесь вы видите цифровую приборную панель. Ей также можно управлять с помощью физических кнопок. Вот эти внутренние клавиши позволяют перелистывать показатели расхода топлива и прочую информацию. Круиз-контроль находится слева. Справа у нас физический барабанчик регулировки громкостей и настраиваемая кнопка «Избранная». Кнопка «Избранная» может сразу перевести вас в меню ассистента водителя, где можно отключить ненужные функции. Также можно нажать и удерживать кнопку громкости. Тогда предупреждение превышения скорости, требуемое по закону ЕС, отключится. Его можно включить обратно. Скоро я покажу это подробнее для наших зрителей из Германии. Далее перед нами классическая мультимедийная система. Да. И со своими задачами она в принципе справляется. Встроенная навигация автомобиля, пожалуй, не самая продвинутая. Поэтому вы, скорее всего, будете использовать интеграцию CarPlay и тому подобное. Затем у вас есть еще одна кнопка «Избранная» и крупные клавиши управления. Их удобно нажимать во время движения. Плюс здесь есть физическая шайба регулировки громкости, и я это действительно ценю. Регулировка температур выше и ниже, скорость вентилятора, абсолютно все в блоке климат-контроля сделано физическим. Обожаю это. Kia делает также и в своих электромобилях. Здесь у нас есть разъем USB-C для зарядки. Вот этот отвечает за подключение к мультимедиа, а соседний порт спереди выдает аж 100 Вт. Вау, это действительно потрясающе. 3 USB порта, так что да, ваши гаджеты точно не разрядятся. Беспроводная зарядка без вентиляции, пожалуй, это единственный момент, который я могу здесь покритиковать. О, они еще и контурную подсветку устроили сбоку. Ах, и еще кое-что. Селектор коробки передач здесь расположен за рулевым колесом, прямо рядом с кнопкой старт-стоп. Переключение в драйв, реверс и так далее. Однако если у вас длинные ноги, как у меня, колено оказывается очень-очень близко к нему. Мне пришлось бы поднять руль выше, но это тоже неудобно. Так что я предпочел бы видеть селектор КПП в другом месте. Возможно, повыше или на центральной консоли, но они хотели оставить эту зону свободной. Да, так что возможно стоило делать его чуть выше, как мы привыкли видеть в Mercedes или типа того. Вот так, кстати, выглядит интеграция CarPlay. И аудиосистема Harman Kardon здесь на самом деле весьма достойная. Здорово. На задних дверях применен жесткий пластик. Но при этом у нас есть подогрев задних сидений. В некоторых машинах вдвое дороже этого нет. Задний ряд выполнен в том же стиле. Двухцветная высококачественная искусственная кожа версии GT Line, так что выглядит это очень-очень классно. Посадка. Вы можете легко отрегулировать угол наклона спинки заднего дивана. Я просто тяну за рычаг левой рукой. Более вертикальное положение дает больше места в багажнике. Вот это, пожалуй, стандартное положение, но даже в нем сидеть довольно расслабленно. Для этого мне нужно немного приподнять подголовник. Да, с комфортом сзади тоже все в порядке. И давайте проверим запас места для ног. Я все еще помещаюсь сам за собой. При моем росте высокого водителя. Еще пара USB-C портов расположены в спинках передних сидений, так они отлично спрятаны от глаз. Качество исполнения сзади тоже приятное, и запас места над головой хороший для моих 1,89 м.
Давайте теперь осмотрим багажник. Его объем составляет 540 литров. Звучит весьма внушительно. Ну-ка. Открывается. Да, все работает. Итак, ширина здесь составляет 1 метр. Стандартная длина 90 сантиметров. При сложных сиденьях общая длина увеличивается до 1,7 метра. Тоже интересный момент. Сейчас спинка установлена в грузовое положение, то есть более вертикально. Но ее можно откинуть и дальше назад. Так вот, в грузовом положении вы получаете больше полезного пространства в верхней части багажника. Также стоит отметить, что у нас много места под полом. Вы можете даже переставить весь этот фальшпол в более низкое положение. Вот так. Либо вообще убрать его. Что примечательно, в таком случае высота до полки составит 80 сантиметров. Довольно круто. Давайте начнем движение на Kia Seltos. И здесь, как я уже говорил ранее, у нас установлена 1,6 литровая четверка с передним приводом и европейская роботизированная трансмиссия с 2 сцеплениями. Посмотрим, как она себя покажет. Рулевое колесо версии GT Line слегка отличается от базовых вариантов. Здесь оно немного толще и выглядит чуть спортивнее. И, как я уже отмечал, высококачественная искусственная кожа приятная на ощупь. К тому же руль обеспечивает очень естественную обратную связь, я бы сказал. Современным автомобилям этого порой не хватает, но здесь нет пустой зоны в около нулевом положении, очень приятный отклик, также у вас есть режим спорт. Сильно ли он меняет настройку рулевого управления? Да, самую малость, буквально чуть-чуть. Руль все равно остается легким, скажем так. Спортивный режим в основном просто удерживает более высокие обороты двигателя. Это самое заметное изменение в режиме спорт. И здесь нет ламинированных двойных стекол. Так что скоро мы увидим, как автомобиль покажет себя в плане виброакустического комфорта на магистрали. Разумеется, ради вас мы направляемся на немецкий автобан. Поскольку мы сегодня в Германии, мы всегда стараемся выжимать из автобана максимум. Здесь также есть система старт-стоп, и мы трогаемся. Пока что отклик плавный, и робот 10 тоже мягко перебирает передачи. Приятно. Ничего не могу сказать по поводу автомата с гидротрансформатором, который идет на других рынках. Возможно, не знаю, протестируем его в другой раз, или кто-то поделится мнением в комментариях. Как я уже говорил ранее, чтобы предупреждение ES о скорости больше не появлялось, я могу просто нажать и удерживать кнопку громкости. А теперь мы выезжаем на автобан. Можно также включить режим спорт. И давайте посмотрим, получится ли у нас сделать первое очень быстрое ускорение с 70 до 120. Поехали. Ладно, этого достаточно. Было с 70 до 110. Безопасность превыше всего. Машины впереди не должны от меня уезжать. Как видите, это далеко не самый большой двигатель, так что отклик не назвать мгновенным. Требуется время. Тем не менее, для большинства ситуаций такой динамики будет вполне достаточно. Перестроения даются машине отлично. Диаметр дисков варьируется от 16 до 19 дюймов. Конкретно здесь стоят 19. Но когда проезжаешь по выбоинам и похожим неровностям, эти 19 колеса отчетливо чувствуются. Так что если вам нужно больше комфорта, лучше остановиться на меньшем размере. Это не самая продвинутая подвеска. В данном сегменте в какой-то момент неизбежно приходится идти на компромиссы. Как я уже упоминал, сзади тут установлена торсионная балка. И это ощущается на поперечных стыках, ямах и тому подобном. Так что да, есть автомобили и покомфортнее. Но это сегмент компактных кроссоверов. И главная фишка этой машины в том, что внутри создается классное ощущение премиального интерьера. Вы замечаете это прямо во время вождения. Сегодня очень жарко. Именно поэтому у меня, например, уже включена вентиляция сидений. Очень классная опция. Еще пару лет назад некоторые люди, возможно, даже не знали о существовании такой функции. Но Tesla сделала эту фишку стандартной во многих версиях Model Y и Model 3. И больше людей осознали: о, а это классная штука. Стоит один раз попробовать ее летом, и вы больше никогда не захотите от нее отказываться. Вот в чем суть вентиляции кресел. Кстати, есть разница. Одни системы выдувают воздух наружу, другие втягивают его внутрь. Поэтому мне всегда приходится расспрашивать конкретного продуктового эксперта, в курсе ли они деталей. Это нюанс, но он важен для комфорта. Ну или это просто ощущается по-разному. Итак, еще немного автобана.
Перестроения даются очень легко. Вы чувствуете отличную связь с дорогой, возможно, даже чуть более выраженную, чем хотелось бы. Так что время от времени ход становится жестковатым. Да, вот здесь, например. Ведь когда смотришь на эту машину снаружи и видишь ее интерьер, невольно задаешься вопросом, а что здесь вообще можно улучшить? Что ж, как я уже говорил, это проблема с местом для коленей. Мне постоянно приходится сдвигать колено правее этого селектора коробки передач. Еще я заметил, что задние коврики никак не зафиксированы. Когда я садился в салон и выходил из него после съемок, они просто уехали из-под ног, потому что я двигался чуть быстрее обычного. Ну и подвеска могла бы быть помягче. Вы можете повлиять на это выбором колес, но по большому счету это все. Так что да, это мои основные пункты критики. И здесь мы также можем легко отключить или включить активную систему удержания в полосе. Тоже очень удобно с этими кнопками и всем прочим. Ассистенты сейчас активно удерживают нас в полосе. Мониторинг слепых зон здесь тоже есть. И пока что система пару раз срабатывала то тут, то там. Это было предупреждение для... Интересно. Эта система контроля усталости водителей проверяет, на месте ли я. Но я обычно опускаю руль низко из-за особенностей посадки. Ах, датчик, скорее всего, просто меня не видит. Потому что рулевое колесо перекрывает верхнюю часть сенсора. Интересно. Индикаторы слепых зон расположены в боковых зеркалах. Возможно, система делает слишком много мелких подруливаний влево и вправо. Но в целом эта активная функция вполне рабочая. Так что все функционирует. Вот в чем дело. Давайте посмотрим, сможем ли мы это отключить. Может выключить предупреждение Driver Attention Warning. Так, глянем. Теперь оно отключено. Здорово еще и то, что эту горячую клавишу можно запрограммировать. Вы можете настроить ее под себя. В данном случае она сразу переводит вас в нужное меню. Так что да, приятно видеть. Есть еще кое-что, что я хочу протестить. Так что давайте сейчас немного прибавим темп. Отличный автобан здесь. 4 полосы. Итак, я нажимаю кнопку медиа. Окей. Кнопка медиа возвращает меня в CarPlay. Это тоже удобно. И когда я перестраиваюсь, у меня также активируется дополнительный мониторинг слепых зон. Blind Spot View Monitor. Он выводит картинку с камеры, показывая, что происходит сбоку от меня. То есть это дополнительная функция контроля слепых зон. Kia и Hyundai первыми внедрили это решение, и само перестроение выглядит почти как полуавтономное. Очень грамотно реализовано, должен признать. Это было круто. Так что Kia Seltos предлагает вам в том числе и современные системы помощи водителю. На скорости 120 км в час. В салоне не сказать, чтобы супер шумно, но и не супер тихо. Так что я бы назвал виброакустический комфорт на таких скоростях средним. Да, как я и сказал, неплохо, но и не топовый уровень. Вот сейчас мы едем 114 км в час. Это примерно 70 миль в час. Хорошая крейсерская скорость. Основной акцент здесь определенно сделан на комфорте сидений. Это то, что... Ах, да. Этот подголовник, помните? Он такой приятный и удобный. Мне очень нравится. И чувство руля отличное. Так что в целом да. Не стоит ожидать от этой машины самой продвинутой подвески, но если рассматривать автомобиль в комплексе, он со своими задачами справляется. Чуть позже мы также поделимся с вами сегодняшними результатами по расходу топлива. При адекватном смешанном цикле, включающем магистраль, загородные трассы и город, можно получить весьма реалистичные цифры. На нашем сегодняшнем маршруте с преобладающей скоростью около 120 км в час на автобане, плюс немного загородных дорог и города, на этом негибридном моторе можно уложиться примерно в 7 литров на 100 км пробега. На данный момент стартовая цена начинается от 34 тысяч евро. Если же вы выберете эту топовую версию GT Line, да еще и с полным приводом, которого у нас сегодня не было, цена может вырасти примерно до 47 тысяч евро. А что вы думаете о Kia Seltos? В общем и целом, это приятное предложение в сегменте компактных кроссоверов с двигателями внутреннего сгорания. И обязательно посмотрите наши видеообзоры на его конкурентов.